Здравствуйте! Если вы не можете побороть свою лень, апатию или хотите помочь своему близкому человеку перестать прокрастинировать и преодолеть его пассивность, то в этом видео вы найдете максимально много информации на эту тему, а также самые важные техники для выхода из тупика бездействия. Прежде всего, необходимо сказать, что если вы находитесь в зависимых отношениях, то начать делать свои первые шаги и выйти из зависимости и бездействия вам будет очень и очень сложно. К примеру, если вы жена, которую полностью обеспечивает муж, или если вы маменькин сыночек, который сидит на шее у родителей, то покинуть уютное гнездышко и сделать свои первые самостоятельные шаги вам будет тяжело, но все реально. И прежде всего вы должны понять, что вы находитесь таки в зависимых отношениях и что это положение очень и очень уязвимо, и вы очень рискуете, живя такой жизнью. И если вас волнует эта тема, то обязательно напишите в комментариях, и я раскрою эту тему более развернуто. Сейчас мы останавливаться на ней не будем. Многие говорят, что да, я действительно хочу чего-то, но никак не могу начать что-то делать для этого. Но давайте будем честны с друг другом. Если вы действительно чего-то хотите, но ничего для этого не делаете, то на самом деле вы этого не хотите. Элементарный пример. Если вы лежите на диване и под вами лежит какая-то острая штука, которая вам мешает лежать, то вы как минимум переляжете или потрудитесь перевернуться, чтобы это вам не мешало. А если вы все-таки продолжаете лежать и не обращаете внимания на боль и неудобства, то, скорее всего, у вас депрессия, и это тема для отдельного разговора. Поэтому, если вы считаете, что вы чего-то хотите, но ничего для этого не делаете, значит, вас и так все устраивает, и первым шагом будет именно захотеть этого, действительно захотеть. Чаще всего за ленью скрывается страх будущего, страх потерпеть провал, неудачу в каком-то деле. И в таком случае вам важно научиться жить именно сегодняшним днем. Да, конечно, важно строить планы на будущее, но когда вы живете страхом будущего, то каждый ваш день проходит в холостую, а вся ваша энергия уходит на поддержание страха, который живет в будущем. Кроме этого, подобными мыслями вы программируете себя на провал. Поэтому живите сегодняшним днем, но стройте планы на день будущий. Подумайте. Возможно, вы не начинаете действовать из-за страха оценки, но тогда запомните, как бы хорошо вы ни делали свое дело, всегда найдется человек, которому это не понравится, и он захочет вылить на вас свое негодование. Но помните, это абсолютно не значит, что вы плохой или вы делаете свое дело плохо. Это значит только то, что у человека настолько много мусора внутри, что он просто уже не может его сдерживать в себе и расплескивает его на все, что видит. Очень важный момент. Не беритесь за все в подряд, так как гора дел, она пугает и отдаляет ваше начало к действию. Поэтому выделите себе основные задачи и цели, а лучше составьте план, где у вас будут цели главные и срочные, и где цели не срочные и которые могут подождать и не настолько важны для вас в данный момент. Помните, слишком высокие цели, они сразу же отпугивают и заставляют вас прокрастинировать. Поэтому просто превратите свою цель из вертикальной в горизонтальную. Пропишите шаги по достижению к вашей цели. Не можете по одному шагу, слишком большой шаг, распишите по полшага, по миллишагу. Но распишите это так, чтобы вам было комфортно их выполнять, и эта цель вас не пугала. Если вы не беретесь за какое-то дело из-за неудач в прошлом, то помните, что неудачи – это ваш опыт, он делает вас сильнее. К тому же помните, что вы уже не тот, что были в прошлом, вы меняетесь. Очень важный момент. Если вас унижает,
обесценивает ваш близкий человек, не оказывает вам поддержки и говорит, что у вас ничего не получится, да не беритесь за это дело, да уже поздно, уже все занято, то вам всерьез стоит задуматься, нужен ли вам такой человек рядом с вами, и оградить его от общения с собой, ну или хотя бы минимизировать общение с подобными людьми. Один из самых важных аспектов в отношениях — это поддержка. Поэтому просите ваших близких людей поддерживать вас, говорить вам слова поддержки, которые вдохновляют вас. И в крайнем случае поддерживайте себя сами, говорите себе поощрительные слова сами, покупайте себе какие-то поощрительные подарки. Прям пропишите себе на листочке: если я сделаю то-то и то-то, тогда я куплю себе то-то и то-то, что вы давно хотели. Это и будет вашим стимулом. Если причиной вашей лени является нехватка энергии, но вы по большому счету ничего не делаете, то скорее всего все ваши силы уходят на психоэмоциональное напряжение, и его обязательно нужно снять. Если вас интересует эта тема, то обязательно напишите в комментариях, и я раскрою ее для вас более подробно. Пожалуйста, запомните, что не стоит перекладывать ответственность за свой успех на родителей, государство и так далее. Только вы хозяин своих действий, и все только в ваших руках. По поводу выбора деятельности. Не стремитесь делать только то, что вы хотите делать. Стремитесь делать то, в чем вы действительно сильны. А если вы все еще не знаете, где и в чем ваши сильные стороны, то приходите ко мне на консультацию, и я с радостью по вашей астрологической карте расскажу вам о всех ваших сильных сторонах, о методах вашего заработка и в какой сфере вам было бы выгоднее зарабатывать деньги. Если вы ленитесь или прокрастинируете, потому что у вас занижена самооценка, то поднимите хотя бы искусственно, хотя бы наигранно на первое время, поднимите в себе свою значимость, поднимите свою самооценку, поднимите злость на крайний случай. Сделайте это хотя бы наигранно. Спросите себя, почему кто-то может это сделать, а вы нет? Чем вы хуже? Да ничем, вы все можете, действуйте. Очень часто за ленью и нежеланием действовать стоит страх. Задумайтесь, имеет ли ваше бездействие под собой почву страха. Ну, к примеру, вы не начинаете какое-то дело, потому что боитесь, что вас осудят, не поддержат, боитесь, что ваше дело потерпит крах, поэтому попросту не начинаете его. Если вы бездействуете и ленитесь, потому что боитесь, то обязательно посмотрите видео, в котором я емко и кратко даю важные техники, как преодолеть страх. Ссылочка сейчас появится вверху экрана, и также ссылку я оставлю в описании под данным видео. Возможно, вы уже заметили и почувствовали, что сейчас время стало бежать быстрее. И очень верно подмечено в сказке «Алиса в стране чудес», чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех ног, а чтобы попасть куда-то, нужно бежать в 2 раза быстрее. И это действительно так. Если вы стоите на месте, то это не остановка, это движение назад. И если вы бездействуете, а все вокруг живет, расцветает и движется, то, к сожалению, на фоне этого всего вы просто катитесь назад. Итак, давайте подытожим и сделаем краткое резюме буквально по шагам. И если это видео будет вам полезным, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы и дальше получать важную и полезную информацию для улучшения качества вашей жизни. Поехали! Первым вашим шагом будет осознание. Поймать себя за руку и осознать, что да, я ленюсь, я ленивая жопка, и я хочу с этим что-то сделать. Второе. Разложить свою мысль от и до. Почему я бездействую? Чего я боюсь? Эти мысли – это ваши враги, а врага нужно знать в лицо, чтобы знать, как с ним взаимодействовать и как его побороть. Третье. Обязательно составьте
ваш личный распорядок дня. У вас обязательно должна быть ваша система жизни. А пока что вы живете бесцельно и без графика, то вы просто живете прокрастинируя. Четвертое. Пропишите все важные дела. Что вы не завершили, что вы, возможно, еще и не начали, что вам еще предстоит сделать. Пятое. Смените обстановку. Если вы работаете дома, выйдите, поработайте в кафе или попробуйте поработать на природе, если такой вариант возможен. Если вы работаете в офисе, смените обстановку на вашем рабочем столе. В общем, поменяйте что-то, сделайте что-то новое в вашей жизни, начните ходить новым маршрутом, привнесите какое-то новшество в вашу обыденную жизнь. Шестой. Очень важный пункт. Пропишите ваши цели по шагам, по пунктам. Если для вас шаг это много, пропишите по полшага и сделайте ваш первый решающий шаг. Начните. Вы начнете и просто втянетесь в это дело. Важно, это все нужно обязательно прописать. Когда вы записываете, вы задействуете ваш мозг, вашу зрительную и моторную память. Вы как бы прописываете эти дела в вашей памяти. А пока это просто будет у вас в голове, то это вряд ли начнет переходить в реальность. Поэтому ваши планы и цели обязательно должны быть записаны. Седьмой пункт подойдет не всем, скажу сразу, но кому так будет легче, делайте. Дайте в первую очередь себе обещание сделать что-либо, достичь какой-то цели, а лучше дайте это обещание своим друзьям и близким. Так вы просто поставите себя перед фактом, что если вы не выполните что-то, вы окажетесь в первую очередь балаболом перед своими близкими людьми, а этого не хочет ни один человек. Восьмое. Смотрите мотивирующие фильмы, читайте мотивирующие книги, берите пример с великих личностей. Девятое. Поднимите свою злость, бросьте себе вызов, сравните себя с кем-то в конце концов. Почему кто-то может это сделать, а вы нет? Но важно, не зацикливайтесь на ком-то и никого не копируйте. Помните, что вы уникальный. Никогда не было и не будет такого же человека, как вы. Десятое. Снизьте значимость задачи. Помните, великие цели отпугивают, поэтому если ваша цель велика, разбейте ее на несколько, может даже на десятки, но маленьких целей. 11. Не хватайтесь за все дела сразу, так вы просто быстро выгорите. Помните всему свое время и выделите время для каждой задачи в отдельности. 12. Не стесняйтесь просить помощи у близких. Купите помощь специалистов, если вы в чем-то не разбираетесь. Наверное, у каждого великого человека были помощники. 13. Не будьте перфекционистом. Дайте себе право на ошибку и не ругайте себя в случае неудачи. Помните, неудачи – это есть ваш опыт, и они делают вас только сильнее. 14. В вашем графике обязательно должно быть время для отдыха. К примеру, выделите себе хотя бы полчасика в день на безделье. И если уж вы отдыхаете, то будьте добры, отдыхайте, а не занимайтесь раздумьями или какими-то делами параллельно, потому как ваш отдых должен быть качественным, иначе вы просто не отдохнете нормально. 15. Обязательно введите спорт и физическую активность, если этого до сих пор нет в вашей жизни. Помните, спорт очень хорошо поднимает нашу целеустремленность и дает нам заряд энергии к действию. 16. Помните о нашей конечности. Помните, что чем старше мы становимся, тем сложнее нам что-либо начинать и действовать. Поэтому начинайте уже прямо сейчас. И последнее. Визуализируйте себя в успехе, в том, что вы уже достигли то, чего хотели.
Представьте, ну как круто, как замечательно будет, если вы достигнете то, чего вы хотите. Просто представьте себя в этом, представьте, что вы уже имеете это, почувствуйте это, свизуализируйте это. Вы можете сделать себе карту желаний и повесить ее на самое видное место. Можете установить как картинку на ваш рабочий стол, и этим вы будете подпитывать энергией, своим визуальным зрительным контактом, вы будете наполнять энергией свою цель. Друзья, я в вас верю, у вас все получится, поверьте и вы в себя. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие важные и полезные видео. Я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго, светлого и позитивного.